видно. Ну, я там молчал, ничего не говорил. Тут мои коллеги из ТЦ Тена рассказывали про сварку алюминия, и вы ее можете посмотреть, она будет до этого сохраниться как часть 1. Сейчас у нас часть 2, сейчас будет именно демонстрация по оборудованию, по настройкам и вообще как же варить алюминий. Я очень рад снова приветствовать вас. Ну что, от теории к практике, как говорится. Сегодня мы подготовили заготовки толщиной 2 мм и 5-миллиметровые. Сейчас продемонстрируем базовые наши сварочные процессы. Для нас базовые, а для кого-то это будет что-то новое. Интересно, интересно. Сейчас мы будем демонстрировать сварочный полуавтомат MX220. Далее мы продемонстрируем на 600 ампер полуавтомат, более серьезный. 600 ампер в России довольно редко вообще применяются. Я удивился, когда у ТЦ Тена увидел такие полуавтоматы. Сергей, Иван Николаевич хочет сказать, что будет варить. На 220 будем варить тонкий материал 2,2, а на 500, 600 будем варить уже более толстый. 5, Тавр. А какие режимы? Синергетика, одинарный, двойной пульс? Сейчас будет двойной пульс, но мы покажем все. Ага. Двойной пульс, обычный пульс. Отлично. Струей, без, просто гладкий. Сейчас двойной пульс на тонком материале. Отлично. Да. Пардон. И потом сразу же вопрос. У нас сейчас АМГшка материал и какая проволока? 53-56 либо 40-43? Материал АМГшка, присадка алсишка. Более мягенькая, но на коротких рукавах горелочка. Все, понял. Вполне сравнивается. А диаметр 1,2 проволоки? Раз. Так, что-то у нас сварка зависла. Раз. Гость покинул трансляцию. Так, ну я надеюсь сейчас... вот все видно. Включились, сеть отвалилась. Посмотри, пожалуйста. Видно. Как тебе? Отлично. Это как раз чернота, это как раз магний. Да, выгорает магний. То есть она есть, она присутствует. Отлично, что? Круто. Это сейчас в простом режиме синергетика, правильно? Это синергетика, дабл пульс, двойной пульс. Все, понял. Сейчас кусочек проварим в обычном пульсе, в одинарном. Ну, то есть в пульсе. Да. И также сделаем чешую. Разжег. Материал уже нагрелся. Да. Уже текет, уже по-другому. Сергей? Это сейчас одинарный пульс у нас. Да, это просто ровно проведенный. Отлично. Чуть уменьшим, хоть подогрелся. Сразу же звук пульса. Красота. Как тебе такое?
Чешуйки, да, как аргонодуговая сварка. Офигенно. Сейчас мы добавим стыковое соединение, а также двушка будет. Все постараюсь подготовительные материалы, работаю с материалами, сделать под наш стрим, чтобы все было быстро, удобно, естественно, все зачищено, все в порядке. Ага. О, отлично. Чуть-чуть. Я сразу же хотел сказать то, что про оборудование и про что нужно нам для сварки алюминия. Первое, это, естественно, газ аргон стопроцентный, потом наконечники увеличенного диаметра АЛ с маркировкой, либо чуть большего диаметра, также тефлоновый канал и ролики с маркировкой У для сварки алюминия. Это так, небольшое отступление. Как я понимаю, мы сейчас переходим на высокоамперные полуавтоматы MX 600 с настройками определенными под алюминий. И самое главное, сейчас вы все увидите. Заготовочки 5+5. 5+5 миллиметров. Это тоже АМГшка, ну да, скорее всего, тоже она. Сейчас с двойным пульсом. Ага. Ну, на пятерке, конечно, блин, офигенно все. Когда 5 миллиметров, когда металл толстый, когда красота. Юр, а спроси, пожалуйста, как лучше сваривать? Пропал, наверное, Сергей. Ну, отвечу Вангу его, так сказать, вопрос. Углом вперед, естественно, и, естественно, подбирать правильные значения тока и динамики. Так, что-то я в самом деле, мне кажется, О, я... ты появился по звуку. Задай еще раз вопрос свой. Как лучше сваривать, в одинарном либо в двойном пульсе? Что-то сегодня связь, то я пропадаю, то ты пропадаешь, как-то все хрень какая-то. Нарежем, Сереж. В одинарном или в двойном пульсе? Как лучше, Иван Николаевич? Смотря, что нам надо варить, как мы привыкли. Кто-то привык варить, сам давать круговые движения, да, возвращать поступательные, чтобы сформировать какую-то чешую. А двойной пульс нам позволяет сделать более мощный ток и более маленький, который позволяет проплавить и дать материалу остыть. Применяется он также на вертикальных, на потолочных швах. То есть двойной импульс позволяет нам немножко разогреть и охладить материал в том же. Серег, Да. готовы мы варить. Командуй, как говорится. Сейчас Ну что, давайте следующую заготовку. обычный пульс также проведем Отлично. прямо и сделаем колебания, наведем чешую. Давай. Так, это как раз параметры режима. О, красота. Вообще красота.
И имитация двойного пульса. Вот это вот чешуйки, вот это вот, да. Если бы у меня велосипед с алюминиевой рамой так был сварен, я бы был самым модным. Юр, а мы можем пробежаться по настройкам аппарата? Именно какие там сейчас настройки да, ставят? мы доварим, Давай, обязательно пройдемся. Разнотолщинный. Пятерка, да. Используем двойной пульс, чтобы разогреть и охладить. Ладно. О, опять красота. Это уже поверху пошли по тому шву. С обратной стороны, заметь. Проплав-то мы можем добиться, но чтобы там подгорелых частей не было. Это вот как раз нам дает. Ну вот сейчас как раз щеткой убрали всю черноту магний, да. Совершенно по-другому выглядит уже. Ну и по настройкам. То есть выбираем присадочный материал, диаметр проволоки. Газ он выставляет уже автоматически. То есть если мы выбираем аргон, он выставляет нам, вернее, алюминий, он выставляет нам только аргон, больше шансов не дает. И уже процессы. Стандартный пульс, двойной пульс и позишн. В настройках двойного пульса немалую роль играет время импульса, настройка 0,20 секунды, время паузы и соотношение тока рабочего и тока паузы. Это все мы уже регулируем, контролируем, подбираем под свои задачи. А частоту как можно поменять? Это уже динамика. То есть динамика он задается через индуктивность. Еще один параметр, который мы настраиваем, это длина дуги в паузе. Мы его можем также корректировать. Длина дуги в импульсе у нас регулируется через напряжение на основной панели. Ага. А длина дуги в паузе это уже подбираем здесь. Тем самым длина дуги у нас не изменяется ни в фазе большого тока, ни в фазе малого тока. Так, а память же есть? Можно сохранять настройки? Конечно. Эти настройки все предварительно были сохранены. Ага. То есть 67-я. Видим, что это двойной пульс. 66-я. Обычный пульс. 65-я. Понял. Вот, Двойной как раз. пульс. Да. То есть все эти предварительно, то есть как создать эту программу. То есть мы должны выбрать, какую мы хотим, в какую записать. 55-я программа. Вот он у нас спустился во все нижние, как говорится, положения. Мы выбираем материал, диаметр проволоки, газ, процесс. Я понял. Ну, в принципе, все интуитивно понятно. Дальше мы настраиваем предварительная продувка газа, сколько она должна быть, да, и тут стартовый ток
нарастание. Рабочий ток, все, что касается синхропульса, ну, двойного пульса, спад, заварка кратера, постпродувка газа, сколько нам надо настроить. Ну, тут еще много параметров, которые мы можем выставлять на этом аппарате. И все, и в принципе она у нас сохранилась. Мы сейчас можем перейти в другую, в какую-то, которую мы записали. Видим, что поменялись индикаторы. И выбрать, допустим, под AMG 55-ю программу мы сохраняли. Вот индикаторы. Понял, вижу. А алюминий можно сваривать в спецрежимах, которые вот самые слева идут у нас? Root, X-Root, Стабиль? Можно. Но это очень тонкий. У нас такого материала сейчас на данный момент можно в стандарте Cold варить более тонкий материал. Используется еще для более глубокого проплавления deep, так говорят, динамический процесс. Руд не используется, потому что алюминий как бы по зазору особо не варят. Да. Это неправильно. А у меня такой вопрос. Многих, как сказать, спрашивают, а какой минимальная толщина алюминия, которую можно сварить полуавтоматом? Это 1+1, это 0,5 плюс 0,5? Или опять же это все растяжимо и условно, абстрактно? Это все правильно сказал Сергей, что это растяжимо, абстрактно. Да? У нас диаметры проволочек, да, 0,8. Будет плохо подаваться без пушпульной горелки. То есть у Фрониуса были пушпульные горелки, и туда можно поставить и 0,8 проволоку, и единичку, и 1,2. Сами понимаете, чтобы горела проволока 1,2, должен быть определенный ток, мощность на дуге. Да. Она сгорит быстрее, вернее, материал единичка сгорит быстрее, чем основная проволока, скажем так. Ну, кстати, сколько я помню, 0,8 проволока по алюминию, она вообще сама по себе редкая, и с ней куча проблем. Вы правильно говорите, она очень плохо подается в сварочную ванну, ее хрен настроишь на самом деле. С единичкой так тяжеловато, а 1,2 более... Единичка тяжеловато, да. А если брать еще чистый алюминий, да, и он тоже применяется при сварке, он вообще без пушпульной горелки, без горелки там тяни-толкай, никак не подастся, даже на самой короткой горелочке 3 метра. То есть с ней будет проблемы. Мягкий материал очень быстро залипает, гнется. Может быть, еще какие-то вопросы из чата, какие-то вопросы, Сергей? Так, по чату пока вопросов нету. А проволоку у нас сейчас 53-56. И я просто второй раз уже спрашиваю, что-то я забыл. 40-43. То есть применяли сейчас проволоку LC. Она помягче AMG. Это просто я к тому, что, опять же, кто-то любит 40-43, она более мягкая, а 53-56, она более жесткая такая проволока. И, допустим, мне, удобнее лично сваривать именно 53-56 проволоку, потому что она более жесткая такая. Кому как. Да, у нее уже залипаний, как говорится, поменьше. А с единичкой, с ней уже можно поварить. А LC-шка единичка проблемно. Какую лучше использовать горелку, 3-метровую или 5-метровую? Или чем меньше, тем лучше, естественно? Чем короче горелка, тем лучше. И еще такой... И максимально на вытянутой, то есть, чтобы она была ровненькая, без, скажем, там, вот таких загибов, вот таких загибов. Понял. Есть добавочное сопротивление, вот она здесь вышла, потом мы где-то варим под каким-то углом. Если варить подающий, лучше поставить на пол. И тогда у нас как бы по возрастающей идет горелка более прямая. То есть любое подклинивание горелки в канале, в наконечнике проволоки приводит к заминанию проволоки в роликах. Надо опять вскрывать. И то есть вот здесь получается бороденка. А по поводу канала такой вопрос.
есть же не только тефлоновые каналы, правильно? Ну, просто, как сказать, грубо говоря, к ним все привыкли. Есть же там как-то угольно-графитные или слово. Есть тефлоновые, есть Вот, комбиграфитовые, есть да-да-да. силиконовые. Для алюминия рекомендуют применять комбиграфит. Он более жесткий, у него побольше радиус он держит, силикон более мягкий, он как бы держит радиус чуть больше и не дает проволочке как бы залипать или там застревать в канале. Еще вопрос такой. Естественно, ролики, как сказать, ну... Опять. Наверное, нету там... Сергей, ты про ролики U-образные или что? Задай вопрос. Да-да-да-да. Ну, то, что, естественно, ролики U-образные, ну, как сказать, иногда можно там сварить, грубо говоря, и стандартными там V-роликами, когда нету. Дело в том, что по силе прижатия роликов, да, мы можем пережать проволочку алюминиевую, она деформируется и будет уже подзастревать в наконечнике. Ну, согласен. Это просто там в исключительных случаях, это там, не знаю, там, грубо говоря, 5 сантиметров шва сделать полуавтоматом, когда это просто... Да, просто не перетягивать прижатие роликов. На грани фола, как говорится, чтобы чуть придержало, но проскользили ролики. Тогда можно использовать обычный там трапецию и обычный ролик там прижимной. Понял. Сергей, я немножко для наших зрителей расскажу про вот такие... Спасибо, Иван Николаевич. Спасибо, да, Иван Николаевич. Вот такие вот подсказки, которые мы готовим для каждого сварщика, идущие в комплекте нашего оборудования, с очень замечательными подсказками, ссылку на которые, на документ этот, я обязательно передам тебе, чтобы ты... Давай. Стримом. То есть, если будет вопрос у наших зрителей, какие параметры настраиваются, здесь все четко расписано по функциональным кнопкам, по вот этой параметрической кривой есть все расшифровки по функциям дополнительным, по программному обеспечению, по общему времени сварки, по калибровке сварочной цепи. Не забывайте про этот момент. И в этом же файле есть синергетические линии, как раз для алюминия, для пайки, для меди, для различных металлов и их сплавов. Это просто уникальные синергетические линии, разрабатываемые нашими специалистами, и которые мы вкладываем совместно в сварочное оборудование Коллаж серии MX. Вот это круто сделано, вот это круто. Да, это очень здорово. Мы обязательно порадуем свою аудиторию, своих подписчиков, но мы бы хотели анонсировать следующее мероприятие. Я тебе немножко рассказал об этом по секрету, но для наших зрителей мы в следующий раз покажем установку Arctic. Что это такое? Секундочку. Это установка, которая позволяет очень качественно, с глубоким проваром получать вот такие результаты. Нифига себе, вот это красота. Что? Я немножко слышал и знаю про эту установку, даже, по-моему, там пару видеороликов смотрел, но мне всегда было интересно, как она работает. Ну и по видео, которое я видел, это просто какая-то фантастика вообще, что она делает. Ну, так оно и есть. Конечно, было бы интересно. Ну что, увидимся в следующий раз? Давай, Юр, будет отлично вообще, если про нее расскажем. Покажем ее в действии, как она работает.
Тем более там же запатентована технология, да там вообще крутая штука. Конечно. И- Я ненадолго прощаюсь, наверное, на пару недель с тобой. Во всяком случае, было здорово. Я думаю, что познавательно. И с великим удовольствием обязательно отвечу на все вопросы твоей аудитории. Пишите, звоните, связывайтесь и снова увидимся. Юр, вам большое спасибо, то, что сегодня показали сварку, рассказали, такая теоретическая часть. То, что да, мы еще увидимся. Ребята, кто смотрит и кто будет смотреть записи, пишите комментарии, Юра на них обязательно ответит, подвесим все ссылки. И всем большое спасибо. Всем хорошего дня, всех с наступающим праздником тогда. Все, всем пока. Пока-пока. Пока.